Здравствуйте, дорогие друзья! Я снова рад приветствовать вас. И сегодня я хочу поговорить с вами о таком важном вопросе, как выбор и подготовка посадочного материала картофеля. Какие же правила именно по выбору и подготовке посадочного материала? Друзья, во-первых, это размер картофеля. Клубни должны быть все приблизительно одного размера. Они должны быть ровные. Для чего это? Для того, чтобы были более дружные, более ровные всходы. А если будут ровные всходы, за ними нам будет намного проще ухаживать. Средний размер клубни должен быть 30-50 граммов. Это самый оптимальный размер для выращивания, именно для посадочного материала. Приблизительно выглядит он вот так. Применение более мелкого посадочного материала не даст эффективности именно по урожаю. Применение же более крупных клубней, конечно же, приведет к перерасходу посадочного материала. Как правильно поднять клубни с хранилища? Многие совершают ошибку, доставая клубни быстро и резко, потому что в подвале, в хранилище, клубни находятся в охлажденном состоянии. И нельзя их сразу в теплое помещение. Температуру следует постепенно поднимать, то есть в течение приблизительно 10 дней хотя бы на несколько градусов в день. И довести ее до 8-14 градусов. Это самые оптимальные температуры, при которых прорастают клубни. Плюс и нужно, и можно проводить озеленение. Это делать просто необходимо. Почему? Потому что озеленение клубней, приблизительно до вот такой вот степени. Озеленение клубней, друзья, повышает устойчивость картофеля в будущем от болезней. И это не следует сбрасывать со счетов, потому что, не выполняя вот эти маленькие правила, мы можем просто потерять часть урожая уже даже на этом начальном этапе. Но смотрите, еще важный момент. Это размер паростов. В одном глазке, как мы знаем, от 4 до 5 спящих почек. Понятно, что нам хочется вырастить сразу эти почки, чтобы их потом не обламывать. Можно обломить, если они у вас вдруг переросли. Нежелательно длинные, чтобы они были... Если вы будете проращивать картофель в темном помещении, они будут белого цвета, ваши паросты. И, естественно, они будут слабые. Они при высадке у вас обломятся. И когда пойдет спящая почка следующая с этого глазка, она пойдет очень нескоро. И вы будете ждать ранний картофель, а он будет у вас очень поздно. Поэтому при неярком свете дневных ламп делать необходимо проращивание или рассеянный солнечный свет. Это должна быть такая глубокая тень, но ни в коем случае не темнота. Полная темнота это губительно действует именно на состояние паростов. Вообще для машинной высадки используется размер пароста до 2 мм. Ну понятно, машина не человек. Она не смотрит, какие паросты. Это мы должны смотреть за тем, чтобы они не обломились. Мы же с вами берем каждый клубенек в руки. И, конечно, мы его аккуратно положим. Если даже он крепкий и прочный, 10 мм, мы сможем сохранить его аккуратненько. Какие у нас участки? Вы видите, какой участок. Мы тоже садим немного. Эти правила соблюдать несложно. Но все наши начинания могут быть на корню загублены, если мы не предпримем меры для защиты от вредителей. Наш картофель. Почему? Потому что фитосанитарное состояние наших участков. Мы из года в год выращиваем на своих огородах одни и те же культуры. Пытаемся делать какие-то севообороты, что-то менять где-то. Но если есть территория, вот у нас какая-то, мы можем здесь, потом на следующий год чуть-чуть в стороне. Больше ровных таких больших участков у нас нет. Поэтому не можем выдерживать 3-5 лет, как положено. Мы из года в год, друзья, пользуемся хорошим препаратом Matador Max. Это препарат, который защищает клубни картофеля на протяжении длительного времени. Обработка всего лишь однократная. Вот этого пакетика, в котором 25 мл, хватает на 62 килограмма картофеля. То есть нам на всю программу всего лишь одного пакетика этого хватит. Защищает от колорадский жук, проволочники, личинки хрущей, другие вредители. Пользоваться им несложно, я сейчас продемонстрирую, просто мы как раз собираемся это делать, поэтому заодно, чтобы уже если кто-то будет тоже скоро готовиться, вскрываем. Я приготовил 1 литр воды, вот этот препарат, это пачка 25 мл на 1 литр воды. Действует он в течение 45 суток, после чего ни на клубнях, ни в клубнях не остается никакого следа от этого препарата. После того, как развели препарат, необходимо разложенные клубни в один слой, одним слоем, обработать вот такой вот, или ручной прыскалкой, или опрыскивателем.
И так далее поступаем со всем посадочным материалом. Затем на протяжении получаса обязательно даем подсохнуть. И можно делать высадку уже в почву. Ну вот, друзья, собственно и все нехитрые правила, которые необходимо соблюдать уже на этом начальном этапе, первоначальном, для того, чтобы в будущем получить хороший урожай картофеля.